Привет, Cover Project! Меня зовут Алла Шумейко, я дизайнер интерьеров. И сегодня я вас приглашаю на свой реализованный проект. Это двухэтажная квартира с садом. Изначально заказчики попросили меня сделать квартиру, в которой бы было ощущение дома. И поскольку квартира двухэтажная с садом, то есть, наверное, был правильный такой посыл. Ребята с таким хорошим, изысканным вкусом, но они современные очень, люди молодые, поэтому нужно было сделать квартиру, чтобы она не утеряла своей, так сказать, и современности, и значимости, чтобы она не устарела, чтобы она была и через годы была такой же вот какой-то интересной. Поскольку мы решили все-таки сделать эту квартиру с ощущением дома, то очаг у нас это изразцовый камин. Но, как вы понимаете, не так просто получить разрешение всех соседей, да, на настоящий камин, особенно на первом этаже. Поэтому мы сохранили по форме изразцовую печь. Изразцы здесь настоящие, но решили сделать это тоже неким таким отопительным прибором, завели туда под изразцы систему теплых полов. То есть в холодное время года это прямо отопительный прибор. И если вы к нему прислонитесь, вы ощутите тепло настоящей изразцовой печки. Здесь использована тоже старинная фурнитура латунная. С точки зрения рисунка изразцов, мне хотелось сделать что-то необычное, предложить. Но думаю, что такого предложения, которое я сделала, заказчики мои не ожидали. Но когда я им предложила печь с обаянием японской каллиграфии, для них просто это было непривычно. Но, видимо, на то и молодость дается, да, чтобы изучать что-то новое. Ребята очень долго думали. В результате они пришли к выводу, что все-таки первый вариант – это самый правильный. Я им за это очень благодарна. И в результате у нас появился вот такой изразцовый камин. Поскольку коллекция эскизов у меня хранится в компьютере, я любезно предоставила это компании Cover Project, и вы можете просмотреть их в телеграм-канале. Гостиная – такое место, в общем, представительское. И все это освещается у нас таким мягким светом от алебастровой люстры. Здесь целое созвездие галактик. Это смотрится очень такая тоже теплая такая история. И мы даже, в общем, можно помечтать, посмотреть. Кажется, что это действительно, там, я не знаю, какая-то планета или Луна или что-то. Ну, в общем, есть в этом своя романтика. Хотела еще рассказать вам об одной, на первый взгляд, скрытой возможности этой гостиной. Здесь можно смотреть фильмы на большом экране. Экран этот утопили в потолке. Просто с первого взгляда вы и не понимаете, где он здесь находится. Проектор поставили вот как раз в ту большую витрину, на которой у нас есть экспозиция и коллекция стекла. Мы не стали его скрывать, этот проектор, он, в общем, достаточно небольшой. Мы можем, да, посмотреть здесь что-то такое интересное. Все это превращается в домашний кинотеатр. Посадочных мест тоже много, можно одним, можно с гостями. И, кстати, это была очень сложная математическая задача. У нас здесь галактическая система планет над нами. Нужно было как-то так установить этот проектор, чтобы это не мешало воспроизведению фильма. В моей коллекции, наверное, смежников есть такая прекрасная компания, как Дисаже, которая буквально с первого проекта со мной и которая мне помогает воплощать самые сложные задачи. Потому что, вот, например, здесь вот помимо еще домашнего кинотеатра оборудована система «Умный дом». Здесь есть увлажнение, ну, очень много всяких интересных вещей.
Каждый раз, когда я занимаюсь интерьером, я стремлюсь отбирать вещи, уже отобранные временем. Это как раз если мы стремимся к интерьеру вне времени, к так называемому timeless. Вот как, например, здесь есть, я бы сказала, уже, наверное, антикварный бар известного французского архитектора Жака Адне, который много сделал интересных предметов в стиле арт-деко. Так же, как эти очень интересные зеркала с такой матричной структурой, которые принадлежат дизайну Нила Смола. Это некая такая прямо монументальность. То есть мы ее уравновесили прекрасной картиной кисти Андрея Ремнева, которая писалась специально для этого интерьера. Сюжет обсуждался с заказчиками. Они здесь вспоминали какое-то свое детство, значит, молодость. И она написана в таких теплых тонах, что сразу же вот холодный цвет стен, он прямо уравновешен этой теплой живописью. Мраморный пол в виде классической английской елки с фасочками. Положили под нее теплый пол, и все это немножко как бы смягчили прекрасным берберским ковром, который тоже вносит вот эту нотку равновесия между мягким и твердым. И вам уже не кажется, да, что вот это такая холодная какая-то атмосфера, потому что в гостиной присутствует теплое дерево. Вот у меня за спиной огромная витрина получилась для экспонирования коллекционного стекла. Собственно, буквально на этом проекте мы начали вместе с заказчиками собирать коллекцию стекла, в которой присутствует и какие-то винтажное итальянское стекло, например, Винини прекрасной фабрики. Есть экземпляры советского периода. В общем, заказчики загорелись этой идеей. И вот мы создали такую вот и красивую экспозицию, которая не только украсила гостиную, но вот зажгла в них интерес, я бы сказала, к искусству стекла. Когда я пришла первый раз в эту квартиру, она была действительно изначально была двухэтажная, лестница была развернута в сторону входа. И на первом этаже тоже был санузел, но он был совершенно в противоположном месте. Он как-то получился вот в том месте, где у нас кухня и такая зона кладовки. И мы развернули эту историю ровно на 180 градусов, потому что считали, что от входа не может начинаться лестница, потому что на втором этаже есть приватные зоны. И не нужно каждому входящему сразу же иметь возможность подняться в эти приватные зоны. Хотя на втором этаже есть своя отдельная входная дверь, но все-таки хотелось бы, чтобы вот приватность, она осталась приватностью. Мы развернули лестницу в другую сторону, и где, собственно, люди могут подняться туда только по приглашению хозяев. Еще была большая проблема создать гостевой санузел, потому что здесь небольшая зона прихожей есть, и гостевой санузел, вот это просто был квест, который нам нужно было решить, мы его решили, и вот в этом подлестничном пространстве буквально вот получился, я бы сказала, там филигранно. Конечно, для того, чтобы обслуживать столовую, у нас есть кухня. Она так сделана, что она скрыта от общего взгляда. Тут нет двери, но она достаточно аккуратно вписалась в первый этаж. И мы еще снабдили эту кухню специальной кладовкой. На втором этаже у нас уже идет такая приватная зона. У нас там спальня хозяев, у нас там 2 санузла, у нас там кабинет, у нас там есть детские комнаты. В холле второго этажа у нас находится небольшая библиотека. Тут же на втором этаже есть несколько гардеробных. Там, собственно, присутствует такая же
входная зона, потому что у нас есть вход с улицы в квартиру, и у нас там тоже присутствует гардеробная при прихожей, санузел при прихожей, есть техническая зона, постирочная, которая скрывается за одной зеркальной дверью. Ну, в общем, мы старались предусмотреть все, что требуется от нас, так сказать, по просьбам заказчиков. У нас есть еще, я бы сказала, женский и мужской санузел. В общем, вот эта история про инь и янь, она у нас продолжилась на втором этаже. Потому что один явно с росписью, с ванной на лапах получился такой вот женский, такой мягкий, такой расслабленный. А другой выполнен в цвете горького шоколада, душевая с мрамором сделана, с мраморной плиткой. Но вот прям получилось такое деление. Хотя там вот этот так называемый мужской санузел, он находится при спальне, при хозяйской, а вот этот так называемый женский, он находится напротив мужского кабинета. И понимаете, вот у нас все время в проекте идет история равновесия между мужским и женским, между мягким и твердым, между блестящим и матовым. Есть у нас такое тайное место, я бы сказала, такое мансардное такое помещение над кладовкой, в которой вот у нас выдвигается там лесенка, и можно по ней подняться, и, в общем, там такая небольшая комната с коврами, с подушками, там можно просто развалиться, посидеть, отдохнуть, там может отдельно посмотреть фильм или что-то, но это именно было пожелание заказчиков. Вот им всегда хотелось иметь какой-то домик на дереве. И вот это такая, возможно, такая детская, юношеская мечта, она вот здесь вот осуществилась. Хотела еще рассказать вам, да, про колористику интерьера. Вот как раз именно про гостиную первого этажа. Такой голубой с аквамарином цвет стен. У нас здесь зеленый пол. По выбору цвета для стен я бы вам посоветовала все-таки брать холодные цвета и потом уже поддерживать их теплым текстилем, может быть, деревом, еще что-то. Такие холодные цвета в интерьере, они лучше держат интерьер. Это уже из опыта. Я очень часто использую винтажный свет в интерьере. И этот не оказался исключением. Помимо вот этой современной алебастровой люстры, здесь практически весь остальной свет, вот светильники на втором этаже, вот в санузле, торшеры, это все практически винтаж 50-е, 60-е, 70-е годы. И каждый может вот быть просто абсолютной вот самостоятельной такой скульптурой. Поскольку у нас есть такая история, как сад в центре города, конечно, мы его не можем не использовать в новогодней истории, поэтому мы проработали новогодний сценарий и здесь. Елки у нас здесь растут на участке, можно на них развесить игрушки, можно добавить лишних огоньков туда. У нас есть обеденный стол, на котором можно просто вынести какую-то скатерть, бросить, добавить какие-то светящиеся шары, ветки, выпить шампанского именно на улице, поздравить друг друга с Новым годом.